Омар Хайям. Биография. Великий персидский поэт и ученый Омар Хайям родился в городке Нишапуре 18 мая 1048 года. А полное его имя – Гаисаддин Абу аль-Фатх Омар ибн Ибрахим аль-Хайям Нишапури. Отец будущего гения изготовлял палатки, и его называли палаточником. Хайям в переводе и означает «мастер по изготовлению палаток». Это прозвище и стало потом псевдонимом поэта. Омар Хайям окончил в Нишапуре медресе, мусульманское духовное училище. Чтобы избежать преследований, которым он подвергался за свои философские взгляды, Хайяму пришлось уехать сначала в город Балх, потом в Самарканд, а потом в Бухару. Благодаря покровителям, которые восхищались умом молодого ученого, Омар Хайям написал в это время 3 трактата по математике. Открытия, которые он в них сделал, только спустя несколько веков смогли повторить великие европейские математики – Исаак Ньютон и Рене Декарт. Визирь султана Меликшаха пригласил Омар Хайяма ко двору. По легенде, этот визирь когда-то учился вместе с Хайямом в Нишапурском медресе. Но исследователи считают, что визирь был старше Хайяма и не мог учиться вместе с ним. Но то, что они были земляками, это достоверный факт. Визирь определил Хайяма надимом султана, то есть его советником. Надим был обязан постоянно находиться при султане, сообщать новости, играть в нарды и шахматы, организовывать пиры и различные зрелища, дружеские собрания, философские беседы, ездить с султаном на охоту. Надим мог оказывать влияние на султана и на государственные дела и играл важную роль в борьбе за власть. Кроме этого, Омар Хайям исполнял обязанности придворного врача и астролога. Во время своей службы при дворе султана Омар Хайям написал трактат «Комментарий к трудностям в введении книги Евклида». В этом сочинении Омар Хайям пытался доказать 5-й постулат Евклида о параллельных прямых. Описывая свою теорию параллельных прямых, он, по сути дела, доказал первые теоремы неевклидовой геометрии – Лобачевского, Гаусса и Римана. А в своих философских трактатах Хайям развивал учение древнегреческих философов Платона и Аристотеля, а также их последователя, великого среднеазиатского врача, философа и поэта Ибн Сины, которого в Европе называют Авиценной. Опираясь на свои астрономические наблюдения, Хайям создал новый календарь. Он точнее современного календаря, которым пользуемся мы, на целых 7 секунд. Но спустя несколько лет положение при дворе султана резко изменилось. Согласно легенде, в школьные годы Омар Хайям учился не только вместе с будущим визирем, но еще и с юношей по имени Хасан Сабах. В те юношеские годы друзья дали клятву всегда помогать друг другу. И вот, когда один из них стал визирем, то он помог Омару Хайяму, но отказал в помощи Хасану Сабаху, потому что тот был уже вождем исмаилитов. Исмаилиты – это воинственная религиозная организация, боровшаяся против власти, которую они считали несправедливой. Хасан Сабах обвинил визиря в нарушении клятвы и организовал его убийство. А через месяц умер султан, по-видимому, он был отравлен. Правда или выдумка эта легенда установить уже невозможно. Но смерть визиря и султана – это достоверный факт. И после их смерти Омар Хайям остался без покровителей. Страной фактически стала править одна из жен султана, красавица Туркан-Хатун. Ее поддерживали командиры дворцовой гвардии. Некоторые из них были ее любовниками. Омар Хайям написал об этом сатирическое четверостишее «Рубаи» и сразу же стал заклятым врагом правительницы. Кроме того, начались нападки богословов на Омара Хайяма за его философские взгляды и за рубаи, получавшие все большую известность. Чтобы обезопасить себя от обвинений в нарушении законов веры, ученый и поэт совершил хадж в Мекку, а потом уехал на родину, в Нишапур, где стал преподавать в медресе и прожил там до самой смерти. Когда Омар Хайям почувствовал скорый уход из жизни, обращаясь к Богу, он сказал: «О Боже, Ты знаешь, что я познал Тебя по мере моей возможности. Прости меня,
Мое знание о тебе – это мой путь к тебе. Могила Омара Хайяма в Нишапуре сохранилась до наших дней. В 30-х годах прошлого века над ней был возведен мавзолей, который считается одним из лучших мемориальных сооружений современного Ирана. Имя Омара Хайяма было забыто почти на 700 лет. В середине 19 века английский поэт Эдвард Фицджеральд перевел около 100 рубаи Омара Хайяма, соединил их в поэму и издал. Книготорговец не смог за год продать ни одной книги, и чтобы не выбрасывать тираж в макулатуру, снизил цену в 60 раз. И книгу постепенно разобрали. И вскоре имя Омара Хайяма, певца любви, вина и философских тайн, стало известно всему миру. Сегодня Омар Хайям – это один из самых издаваемых авторов на планете Земля. Наш канал начинает серию видеороликов с афоризмами Омара Хайяма в изложении писателя Владимира Бутромеева. Афоризмы Хайяма – это живой родник, из которого все человечество черпает мудрость, вот уже более 1000 лет. Ролики будут посвящены высказываниям о любви, смысле жизни, вине, смерти, истине и многим другим. Планируется, что ролики будут выходить еженедельно. Ставьте лайки. Кто не подписался, подписывайтесь. Это поможет продвижению этого видео и всему каналу. Спасибо и до новых встреч!